Узбекистан в кулинарном отношении страна очень пестрая, очень разнообразная. Великий Хорезм, святейшая Бухара, великолепный, потрясающий Ташкент и сладчайшая Фергана, моя родина. Но есть один город, бесконечно ароматный, бесконечно вкусный, бесконечно великий в кулинарном отношении. Конечно же, вы догадались, я говорю про Самарканд. В Самарканде все особое, все уникальное. Там хлеб особый. У самаркандской лепешки больше такие нигде не получается. Там какие-то необыкновенные холодные блюда, там необыкновенные сладости. Но самый уникальный в Самарканде – это, конечно же, плов. Ну не может быть, чтобы вы родились на свет и ни разу не слышали словосочетание «самаркандский плов». Это был растопленный бараний жир, а теперь я добавляю немного растительного масла, ну буквально миллилитров 50. И вот здесь у меня особое масло, привезенное именно из Самарканда, так называемый зыгыр-йох. Вы уже знакомы с этим маслом по каким-то другим рецептам. Сюда я наливаю его щедро, вот все 50 грамм, что у меня остались, а больше нету. Зыгырное масло, вот еще капелька осталась, стекло с бутылки, представляет собой смесь льняного масла и кунжутного масла. Я знаю, что напишут умники, мол, льняное масло нагревать нельзя. Вот эти диетологи придумали, будто бы льняное масло имеет какую-то особую пользу. Послушайте, пользу имеют все продукты. Вот чеснок возьми, тоже пользу имеет. Перец возьми, все тоже пользу имеет. Лук возьми, морковку возьми. И вся эта польза при нагревании куда-то исчезает, куда-то теряется. И что теперь? Все есть сырым? Ешьте сами. Мы будем все нагревать, потому что тысячелетиями готовили именно на зыгыр-йох в Узбекистане. И как-то население не вымерло. Слава богу. Если бы я готовил ферганский плов, то сейчас бы я опустил лук. Но я готовлю самаркандский плов. Поэтому я беру 3 куска великолепной баранины. Ягнятины. Посмотрите, какие куски. Прелесть они куски. Крупные куски. Грамм по 300, по 400 каждый. Самое главное – нагреть масло как положено. И вот теперь в это разогретое масло я опускаю эти куски мяса целиком. И главное пожарить мясо до красивой золотисто-красной корочки. Не пережаривать его, но прожарить как положено. Для этого масла должно быть немало. Масло накапливает температуру, масло накапливает тепло. И опущенное в очень горячее масло мясо жарится очень быстро. И получается очень вкусно. Обжарили, перевернули, и вот это самый момент для того, чтобы посолить мясо. Я беру примерно 1/3 от того количества соли, которое уйдет на мой плов. Здесь у меня 1 килограмм 200 грамм моркови. Мясо было тоже примерно 1 килограмм 200 грамм. Поэтому я знаю, что уйдет почти что 2 ложки соли. Сейчас самое время и поперчить мясо. Да, в самаркандском плове непременно перчат мясо черным перцем. Не бойтесь, будет вкусно. В носу зачесалось. Соль и перец только сверху мяса. Пока. Надо понимать, что соль в масле не растворяется, а перец, если он сейчас попадет в настолько горячее масло, он просто-напросто сгорит. Поэтому самое время для того, чтобы добавить к мясу лук. Довольно много лука. 2 луковицы. Но ни в коем случае не вот это глупое соотношение 1 к 1. Я не понимаю, кто это придумал, что надо брать килограмм риса, килограмм моркови, килограмм мяса и килограмм лука. Значит, поясняю. Вы возьмите и пожарьте килограмм лука в казане. А потом залейте там немного водой, потушите, в общем, сымитируйте вот эти условия, которые лук проходит в плове. И вы увидите, что в результате у вас получится довольно такая клейкая, соусообразная масса. Вот подумайте, этот клейкий, сладкий соус, так ли он нужен плову? Я убежден, что нет. И посмотрите, вот сейчас практически прекратилось вот то шипение, вот этот звук, вот этот вот звук, он прекратился. Что это означает? Что мы положили холодный лук. А если мы положили сюда килограмм лука, у нас в казане вообще кипеть перестало.
А огонь под казаном сейчас, дай боже какой. В этот момент, когда к мясу добавили лук, некоторые повара добавляют морковь. Я тоже добавлю моркови. Немного, одну жменьку. Вот все отлично происходит. Можно было бы готовить это на чистом курдючном сале. Можно было бы готовить на хлопковом масле. Ну, попадется на рынке, купите. Ничего особенного в нем нету, но вот как-то те, кто жили в Узбекистане, привыкли к его вкусу. Если вам попадется вот такая желтая морковь, тоже можете купить. На рынке. Вот вчера просто попалось, взяли, купили. Обычно там, где специи продают. Но желтой моркови я закладываю сегодня не всю сразу, а вот так, примерно половину. Поверх этой первой половины я выкладываю горох. Азиатский горох нут, который можно замочить. Этого будет достаточно, если вы его замочили часов на 5-6. Если торопитесь, то его можно поставить, ну, поварить там полчаса-час, пока вот вы казан готовите. Дальше, здесь в казане он очень быстро приготовится, потому что вот сейчас он будет готовиться на пару. И на пару, удивительное дело, горох готовится очень быстро. Точно так же вот здесь на пару будут готовиться чеснок, перчик и несколько кусков курдючного сала. Если бы мы готовили исключительно на растительном масле, это вполне допустимо. Но в таком случае в плов добавляют несколько кусков курдючного сала, и я вам покажу, как с ним потом обходиться. А вот сейчас я сделаю то, что не делает в Узбекистане, наверное, никто. Только сначала я налью сюда немного воды. В Японии японские повара, которые тоже умеют отлично готовить рис, придумали вот такую сетку для приготовления риса. Либо же для деления каких-то блюд на слои. Дело в том, что самаркандский плов должен быть приготовлен только слоями. А вот вы попробуйте приготовить только слоями. У вас непременно рис смешается с морковью. Более того, морковь смешается вся вот с этим горохом, с чесноком, с перцем, с салом. Понимаете меня? Поэтому я сейчас смело, спокойно, эта сетка рассчитана на такие температуры, укрываю ею казан. Никто так не делал. Никто так не делал. И я понимаю, какое негодование сейчас это вызовет. Ребята, слушайте меня, все будет хорошо. Вот теперь сверху накладываем вторую часть моркови. Вот эту часть моркови присыпаем зирой. Та, которая будет готовиться на пару. И теперь вот мы никогда так не поступаем, когда готовим ферганский плов. Да, то, что все привыкли. Но в самаркандском плове необходимо так. Надо закрыть сейчас крышкой. Нет такой крышки, вот как у меня, термоса, да, значит можете взять тазик какой-то, блюдо большое. Но накрыть надо. Должно покипеть, попариться очень интенсивно, минут 20-25 именно под крышкой. Пока в казане все кипит, готовится, я расскажу вам о выборе очень важных продуктов. Вот, во-первых, нут, нохат, так как его по-разному называют. Чикпис, по-английски гарбанзо, говорят на него в Мексике. Словом, азиатский горох. Да? Я беру националь, отличный горох, очень вкусный. И рис, уже вам хорошо знакомый рис националь, золотистый. Посмотрите, какой это рис. Идеально красивый и на самом деле с золотистым оттенком рис. На самом деле это пропаренный рис. И я знаю, что очень многие кулинары-любители пренебрегают пропаренным рисом, считают, что это какой-то второсортный продукт. Ребята, вы ничего не понимаете. Это рис, который специально обработан таким образом, чтобы он готовился лучше, чтобы он оставался рассыпчатым, несмотря на все ошибки, которые вы рано или поздно сделаете, когда готовите плов, либо просто рис в качестве гарнира. Вот этот рис очень трудно переварить, вот этот рис очень трудно испортить. И все, что необходимо сделать с ним, это промыть его теплой водой. Никогда не мойте рис холодной водой. Он от этого трескается. Впрочем, вот этот рис заставить растрескаться очень трудно. Ну, давайте ближе к делу. Рис промыт. Раскрываем сетку. Убираем крышку. Отлично все кипит. И теперь посмотрите. Нужны слои. Вот отдельно слой риса, отдельно слой моркови, отдельно слой гороха, чеснока, перца, курдючного сала. И отдельно мясо. Вторая сетка. Послушайте меня внимательно. Я вас не уговариваю.
Не хотите, можете не пользоваться. Я просто понимаю, что это очень удобно. И понимаю, что будут вопросы, а где же нам взять бедным несчастным такую сетку? Ребят, ну, во-первых, такая сетка продается, да, но ее даже не обязательно покупать. Можно взять марлю, прокипятить ее. Почему нельзя пользоваться? Может быть 2 слоя, может быть 3 слоя, не знаю, проверьте. Но в любом случае, вот я сейчас засыпаю сюда весь рис. 1 килограмм 200 грамм риса. Разравниваю рис, придавливаю его. Если там есть какая-то влага, какой-то сок и так далее, то пусть поднимется. Если нет, то я сейчас принесу воду. У самаркандского плова есть вот одно такое отличие. Если все остальные пловы рис опускаются в зирвак, и зирвак уже соленый, зирвак уже вкусный, то в самаркандском плове рис укладывается поверх моркови и варится в воде. Поэтому вода должна быть соленая. Ложку плюс еще немного. Я растворяю соль в воде и начинаю поливать соленой водой рис. Итак, залили воду, и теперь надо добавить немного дров, так, чтобы закипело, но достаточно умеренно. Вот скажите, дайте мне ответ, не те, которые теоретики, которые все знают просто потому, что они посмотрели что-то там в Ютубе, а те, кто реально готовили узбекский плов хотя бы в 10 раз в жизни. У вас случалось такое, что вы положили рис, а вода лишняя, и вы понимаете, что вот-вот он сейчас превратится в кашу. Если у вас есть такая сетка, то вы можете просто-напросто взять и поднять весь этот рис, понимаете? И все. А во-вторых, в самаркандском плове все равно нужно перемешивать иногда рис. Почему? Да потому что вот сейчас рис впитывает воду, и часть воды испаряется. Уровень воды в казане постепенно понижается. И тот рис, который остался наверху, он не будет готовиться. Без воды рис не готовится. Все разговоры про то, что какой-то рис там готовится на пару, брехня. Рис готовится исключительно в контакте с водой, с горячей водой. Посмотрите, какой рис. Ну, на самом деле, золото, а не рис. 1 к 1. Вы видели, когда мы заложили рис, то он даже всю сетку не покрывал. Посередине сетка торчала. Видите, как он увеличился в объеме. Но надо попробовать, готов или не готов. Вы знаете, если бы это были традиционные узбекские сорта, то рис и от того количества воды, что я заливал в него первый раз, уже бы переварился. Но это требует еще воды. Еще пол-ложки соли. Воды на этот раз немножко поменьше. Но вот это все, конечно, только после пробы. Только после того, как вы понимаете, что рис еще может взять. И никогда не лейте так много воды, как я сейчас лью. Лучше делать это по 50 грамм, по 100 грамм. Раз, и можете ошибиться, а сетки-то у вас нету, чтобы поднять и предотвратить переваривание риса. Когда вы готовите плов каким-то традиционным образом, вы никогда не можете посмотреть, что там внизу. Я могу в одну руку взять, поднять рис, в другую руку могу взять, поднять морковь, а могу и вовсе открыть и посмотреть, что там происходит с мясом. Я могу пройти шумовкой по дну казана и долить воды именно на дно казана, чтобы не пригорало. Я понимаю, что сейчас происходит в кипящем, возмущенном разуме некоторых зрителей, некоторых комментаторов. А, так никто не делает, а я такого никогда не видел, я тебе сейчас дизлайк поставлю. Ребята, ставьте дизлайков сколько угодно, я все равно буду двигать кулинарию вперед. И если у японцев дошла голова вот до этого способа вперед, чем у меня, мне не стыдно. Мне было бы стыдно не учиться хорошему. Но японцы придумали хорошее. И я это хорошее собираюсь использовать в том числе и в узбекской кулинарии, и в азербайджанской кулинарии, и в любом другом деле, которым я буду заниматься. Понимаете меня? Сейчас я убрал остатки дров из-под казана. Вот этот кирпич, вот этот гранит, все то, что окружает мой казан, очень горячие. И этого тепла достаточно, чтобы рис настоялся. Теперь я все перекрываю, все задвижки. Рис не должен выпивать всю ту влагу, которую он способен выпить. Он, может быть, выпил бы в 2 раза больше, увеличился бы в 2 раза больше. Но после этого он выпустил бы из себя весь крахмал, покрылся бы клейстером. У вас получилось бы, ну, сами знаете что, да? Даже не шавля. Не называйте то, что у вас получается в этом случае, шавлей. Не оскорбляйте шавлю.
У нас вот здесь вот есть подсказка на шавлю. Посмотрите, как готовится шавля. Это замечательное блюдо, но самаркандский плов я люблю больше. Потому что готовлю его немножко реже. Уж простите меня, самаркандцы. Я из Ферганы. И я категорически не приветствую вот эти споры, базарные, глупые какие-то бабьи споры. У тебя плов как каша, у тебя это не плов. Чё? Здесь Самарканд, здесь Фергана, между вами 300 километров. Да, разные пловы. Так судьба распорядилась. Аллах вам подарил 2 разных плова. А в Ташкент поедете, там 3. А в Сурхандарью поедете, там 4. А поедете в Хорезм, там 5 плов. Понимаете, 1 Узбекистан и 5 базовых видов плова. И вот в Самарканде тоже готовят 3 вида плова. То, что я сейчас показываю, это простейшие из них. И что теперь, спорить из-за этого, ругаться из-за этого? Да вы дураки, что ли? Ходите друг к другу в гости и пробуйте каждый день новый плов. Смысл кулинарии в том, чтобы дарить нам разнообразие в питании. Учитесь, откройте глаза пошире. Расширяйте свой кругозор. Посмотрите, как прекрасен мир кулинарии. Ну все, пора плов открывать. Кстати говоря, если приедете в Самарканд и захотите отведать самаркандского плова, а я верю, что вы однажды окажетесь в Самарканде, надо покушать плов до 12 часов дня. После обеда плов в Самарканде не готовят. Скажу вам больше. Если в Самарканде кто-то собирается поесть плов, то повар сначала кладет вот столько риса, относит к едокам, чтобы попробовали, как рис сварился. И если едоки одобряют, то тогда в блюдо накладывают и все остальное. Пожалуй, что на 5 человек риса хватит. Поэтому я поднимаю рисовый слой. Вот она, только морковь и ничего больше. Все получается идеальными слоями. Сало давайте положим где-то вот здесь. Слой гороха. Поверх гороха чеснок. И вот дошли до того, что некоторые считают самым главным, до мяса. Мясо выкладывается на плов вот как. С одного края блюда. Целым куском. Но на стол плов подается не просто так. Тот, кто готовил плов, должен прийти за стол вот с такой небольшой дощечкой. Вот с таким хорошо наточенным ножом, чистыми руками и чистой совестью. И нарезать его аккуратненькими ломтиками, чтобы потом украсить им плов. Посмотрите как. Ну, где-то вот здесь, вот здесь. Перед каждым едоком непременно надо положить по кусочку 2 мяса. Но самое интересное, настолько это блюдо сбалансировано, настолько это блюдо комфортно, что можно его запивать даже и холодной водой. Ничего не будет. Приятного аппетита и добро пожаловать в Узбекистан, добро пожаловать в Самарканд.